Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мы будем вязать с вами вот такую большую круглую скатерть крючком. Диаметр этой скатерти 155 сантиметров. Пряжа, которую вязал я, называется Клеа от фирмы Циркула. В одном моточке 1000 метров и 151 грамм и 3 десятых. 150 грамм, грубо говоря. Такую марку вы в России, вообще в странах СНГ, я думаю, вряд ли найдете, а скорее всего и вообще не найдете. Потому что это марка бразильская, я живу в Бразилии, поэтому вяжу такой пряжей. Ушло этой пряжи у меня 3 мотка и начал 4-й моток, так как не хватило на 2 ряда. То есть по весу она вышла чуть больше 450 граммов. Знаю, что у одной мастерицы из России ушло 400 граммов пехорки ажурной. А в одном мотке пехорки 50 грамм 280 метров, то есть получается ушло 8 моточков на одну такую скатерть. Крючок был тоже 1,25 мм от фирмы Clover. Размер вышел чуть-чуть поменьше, чем у меня, 150 сантиметров, моя 155 сантиметров. Рекомендованный крючок под эту пряжу 1,25 мм, я таким и вязал. В этой скатерти 109 рядов. Схему сейчас я приложу после этого начального момента, можете поставить на паузу и посмотреть. Также я выложу схему в своем инстаграм, можете перейти по ссылке в описании к этому видео и сохранить себе в закладке, чтобы не потерять. Вы увидите фото этой скатерти, а если вы пролистаете вправо этот пост, то вы увидите схему. По времени я вязал эту скатерть ровно месяц, 8 февраля. Начал, 8 марта закончил. Но я вязал каждый день и не отвлекался на другие проекты. После ряда 35-40, где-то в этом районе, когда скатерть уже становилась большая, я вязал в среднем по 3-4 ряда в день. Последние ряды по ряду в день. Но скатерть в вязании мне далась легко, ничего сложного в ней нет, и мне она не надоедала. Но это уже вкусы у всех разные. Ну и многим будет интересен вопрос, а сколько же раз я ошибился и сколько раз я распускал эти большие бесконечные ряды. Так вот, скажу вам, что распустил я всего лишь один раз. Это был, я уже точно не припомню, где-то в районе 30-х рядов это что-то было. Я ошибился и распустил 2 ряда. И после этого мне пришла в голову мысль повесить маркеры на каждый раппорт. То есть, грубо говоря, в скатерти 12 раппортов, и я повесил на каждый раппорт маркеры. И после провязанного раппорта я проверял, не сделал ли я ошибок. Провязываю следующий раппорт, опять проверяю. И так я делал всю скатерть. Лучше я 30 секунд проверю один раппорт, чем я потом буду целый день перевязывать этот один большой бесконечный ряд. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что я все сказал, что хотел. Надеюсь, ничего не пропустил. Если у вас будут какие-либо вопросы, пожелания или предложения, пишите в комментариях, я постараюсь обязательно помочь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересным и полезным. Для меня это будет большая награда и стимул для поиска новых красивых проектов, которыми я смогу с вами поделиться. А теперь давайте начинать. Обратите ваше внимание, то, что на моей странице вы можете перейти в папку «Плейлисты» и найти уже нужный плейлист с нужным мастер-классом. И также эта скатерть разбита на несколько уроков, и в одном плейлисте вы можете найти сразу все видео вместе. Также под каждым видео вы можете найти ссылки на предыдущие и последующие видео. Итак, для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, вот так кладу на 2 пальца, оборачиваю и здесь с этой стороны скрещиваю и сзади придерживаю эту нить. Теперь под первую нить я вставляю крючок, цепляю вторую нить и вытягиваю ее сюда. У меня образуется вот такая петелька. Теперь я цепляю нашу рабочую нить и в эту петельку протягиваю. Аккуратно вытаскиваю пальцы и в эту петельку протягиваю нашу рабочую нить. У нас образуется первый узелок. Он за первую петлю не считается. Вот, получается такое кольцо. Еще раз покажу. Берем нить, кладем вот так на 2 пальца, оборачиваем и здесь скрещиваем. Придерживаем сзади. Под первую нить вставляем крючок, цепляем вторую нить и вытягиваем ее. У нас образуется петелька. Теперь в эту петельку нам нужно вытянуть рабочую нить.
придерживаю пальцами и пальцы из нашего кольца вытаскиваю аккуратно, чтобы у меня ничего не развалилось. И вытаскиваю теперь рабочую нить в нашу получившуюся петельку. Теперь я делаю 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Теперь в это кольцо мне нужно провязать всего 24 столбика с одним накидом. Вот это уже первый у меня связан. Получается, мне нужно провязать еще 23 столбика с одним накидом. Делаю накид на крючок и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Накид и столбик с одним накидом опять в это кольцо. И таким образом вяжем в наше кольцо 24 столбика с одним накидом вместе с воздушными петлями подъема. То есть воздушные петли подъема — это наш первый столбик и еще 23. Все, провязываем так всего 24 столбика. Итак, вот я провязал в наше кольцо вместе с воздушными петлями подъема. Всего у меня здесь 24 столбика с одним накидом. Теперь вот у меня здесь в нашем кольце есть хвостик. Теперь мы за этот хвостик аккуратно вот так тянем и затягиваем наше кольцо, замыкая его, чтобы у нас столбики вместе соединились в круг. Но слишком сильно не затягивайте, а то все волной пойдет. Все, вот таким образом. И теперь вот эту нить, вот этот хвостик, я его сюда к себе, и вот он у меня сверху моей рабочей нити. Я его просто кидаю, чтобы его закрепить в работу. То есть вот он здесь у меня. То есть рабочая нить у меня сзади этого хвостика. И теперь соединительной петлей я соединяюсь со второй воздушной петлей подъема. Вот мой хвостик, он здесь у меня. То есть если бы я его не накинул, он бы у меня вот тут болтался. Ну пусть он у меня будет здесь, и сейчас уже в следующем ряду я его вот так сюда спрячу. Все, таким образом первый ряд завершен. Приступаем ко второму ряду. Вот эту ниточку, хвостик, я буду вплетать вот так, прятать между столбиками. Сейчас ряда, который будем вязать, второй. Итак, 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид на крючок, столбик с одним накидом в следующий столбик. И я тем самым прячу наш хвостик. Так, провязали, получается, 2 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные, накид, столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. То есть в следующий и в следующий. Опять 2 воздушные, накид, столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Раз, 2. Опять 2 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Чередуем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли. Итак, я провязал второй ряд до конца, выполнил последние 2 столбика и 2 воздушные петли. Теперь соединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Я в начале ряда столбик с одним накидом всегда заменяю 2 воздушными петлями подъема. Мне по высоте это все устраивает. Если вы привыкли делать вместо первого столбика 3 воздушные петли, можете делать так, пожалуйста. Итак, всего у нас должно получиться 12 групп по 2 столбика. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И между ними везде по 2 воздушные петли. Приступаем к третьему ряду. Третий ряд у нас будет практически такой же. То есть выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Теперь, что у нас изменилось, это воздушные петли. Было 2, теперь 3. Раз, 2, 3. И выполняем 2 столбика в следующий. То есть столбик в следующий столбик и в следующий. Группа из 2 столбиков. 3 воздушные. Раз. Раз, 2, 3.
и 2 столбика. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Повторяем столбики и между ними по 3 воздушные. Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил последние 2 столбика и 3 воздушные петли. Теперь соединяемся во вторую воздушную петлю подъема, или может быть у вас в третью, соединительной петлей. Все, теперь приступаем к четвертому ряду. Четвертый ряд у нас будет опять практически такой же. 2 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом, и столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И выполняем 2 столбика следующие. 1 и 2. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 2 столбика, 5 воздушных петель. Итак, я провязал четвертый ряд до конца, выполнил последние 2 столбика и 5 воздушных петель. Теперь соединяемся соединительной петлей в воздушные петли подъема. Все, теперь приступаем к пятому ряду. В пятом ряду нам нужно вот эти 2 столбика выполнять с общей вершиной. Если вы вязали 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, сейчас вяжите 2. Но я также оставляю 2 петли. Итак, делаю 2 петли, накид и столбик с одним накидом в следующий столбик. Это у меня будет как будто бы 2 столбика с одним накидом с общей вершиной провязаны. То есть остальные я уже буду как положено вязать столбики с одним накидом с общей вершиной. Так, теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся в следующую арку сразу, которая у нас идет, столбиком без накида. Теперь опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И следующие 2 столбика выполняем с общей вершины. То есть я делаю накид, и следующий столбик я провязываю незавершенный, то есть не до конца. Теперь опять накид, и следующий столбик также я провязываю не до конца. У меня 3 петли на крючке, теперь все их вместе я провязываю за один прием. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся столбиком без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять выполняем 2 столбика с общей вершиной. Не довязали, 2 петли на крючке. Накид в следующий. Не довязали, уже 3 петли. Теперь их все вместе закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся столбиком без накида в следующую арку. 5 воздушных, столбики. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 5-й ряд практически до конца, выполнил последний столбик без накида в последнюю арку. И теперь нам нужно выполнить последнюю арку из 5 воздушных петель, но мы ее провяжем по-другому, не просто 5 воздушных петель. Выполняем 2 воздушные. 1, 2. Накид. И теперь вяжем столбик с одним накидом в вершину наших первых 2 столбиков. Таким образом мы выполнили последнюю арку. И находимся сейчас в центре нее. Это нам нужно для того, чтобы начать следующий 6-й ряд. Итак, приступаем к 6-му ряду. 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же арку, выполняем столбик без накида. Теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем 6 воздушных петель
и столбик без накида в каждую арку. То есть вот эти группы столбиков, которые мы выполняли с общей вершиной, мы их пропускаем. Просто в каждую арку по столбику без накида и везде 6 воздушных петель арки. Вяжем так ряд до конца. Итак, я провязал 6-й ряд до конца, соединился в последнюю арку столбиком без накида. И в этом ряду мы тоже последнюю арку заменяем, вяжем по-другому. 3 воздушные. 1, 2, 3. И столбик с одним накидом в самый первый столбик без накида. Таким образом мы заменили и завершили нашу последнюю арку и 6-й ряд. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого!